Вы учите русский язык, и вы учите русский язык на YouTube. Я собрала все лайфхаки, чтобы YouTube помогал вам учить русский язык. Меня зовут Ярослава. На этом канале я говорю, как учить русский язык. Легче, быстрее, эффективнее. Я думаю, что все знают, что можно сделать новый аккаунт на YouTube. Например, у меня есть 4 аккаунта. Аккаунт для русского языка и для иностранных языков. Для программирования у меня есть аккаунт для мотивации, у меня есть аккаунт просто для смешных видео. И я стараюсь их не смешивать. Поэтому я советую вам пойти в свой аккаунт и добавить еще один. Теперь, когда у вас есть второй аккаунт, вам нужно его заполнить. Прежде всего, вы можете подписаться на те каналы про русский язык, которые вы знаете, игнорировать все те рекомендации, которые дает вам YouTube, чтобы ваша главная страница была про русский язык. Вам нужно вспомнить ваши хобби, ваши увлечения и написать эти хобби, эти увлечения в поиске, но на русском. Например, рецепты, минимализм, косметика, финансы, политика, история, путешествия, все что угодно, какая-то, например, страна, чтобы эти видео были на русском языке. Я думаю, что после 20-30 поисков ваши рекомендации будут просто идеально отвечать вашим интересам. И именно эти темы, которые вы добавили к себе в рекомендации, вы можете смотреть, чтобы получать как можно больше лексики именно на эту тему. Например, вам интересен фондовый рынок, и вы хотите говорить на эту тему. Но сначала, до того, как говорить, вам нужно узнать эти слова, вам нужно услышать, что люди говорят. Поэтому вы идете на YouTube, вы печатаете «фондовый рынок» и смотрите несколько видео. Возможно, вы многое не поймете, но вы услышите слова, которые повторяются. Вполне вероятно, вы поймете общую логику, вы поймете смысл, и вам уже будет легче искать эти самые слова. Если мы говорим про грамматику, конечно, можно просто написать «прошедшее время в русском языке», и у вас будет огромное количество видеоуроков. Но я могу вам посоветовать другой подход. Я приведу несколько примеров. Если вы хотите практиковать, потренировать императивы, вы можете поискать инструкции, как что-то делать. Там будет очень много императивов, там будет очень много повелительного наклонения. Прекратите контакт с манипулятором, даже если это очень трудно. Будьте ясными и однозначными, и не давайте ложных надежд. В первую очередь задайте себе вопрос, зачем вы хотите бегать? Про времена. Можно поискать «Моя история успеха» или «Как я сделал что-то». Я хочу рассказать вам, с чего я начинала, как я стала блогером. Вспомним мои самые первые видео, все, что происходило. Если вы хотите потренировать будущее время, то наоборот, ищите планы. Мои планы в 2022 году. Я открою, я прочитаю и так далее и тому подобное. Дорогой наш любимый коронавирус, все это пошлет и ничего не получится. В настоящее время можно потренировать, если вы наберете рецепты. Например, как приготовить сырники или вообще любое другое блюдо, которое вы, возможно, знаете. Конечно, там будет лексика специфическая, но вы услышите, как оно образуется и как оно звучит. Разрезаем пополам, вынимаем косточку, а дальше вытаскиваем мякоть, кто как умеет. Прилагательное, то ищите обзоры. Обзоры на книги, обзоры на косметику, обзоры на
одежду, магазины, не знаю, что угодно, тогда вы сможете говорить и про плюсы, и про минусы. Возьми вот эти восхитительные оттенки, чуть более теплый такой, да, оттенок. О, обожаю такие цвета. В общем, очень интересно. Я надеюсь, что я это все вставила. Если вы думаете, что ваш уровень еще не такой хороший, и вы очень многого не понимаете, кто-то начинает смотреть детские шоу и мультфильмы для детей. Они могут быть очень понятными. Но я думаю, что, скорее всего, вам будет не очень интересно, потому что вы уже взрослый человек. Лучше найдите что-то посложнее, найдите что-то, может быть, очень сложное, но то, что вам захочется узнать на самом деле. Весь список этого видео будет в описании, поэтому заходите и проверяйте. Еще один лайфхак, еще один совет. Читайте комментарии. С помощью комментариев вы легко научитесь выражать свое мнение, соглашаться или наоборот не соглашаться и благодарить. Вы можете написать какой-нибудь комментарий сейчас. Мне будет очень приятно. Спасибо и пока.